Так, поток пошел. Сейчас сделаю последнее приготовление. Пока что подключу музычку на фоне. Так, сейчас, секунду. Надо подключить чат. Ту-ту-тум-ту-тум. Так, ну вот, все. Вроде все готово. Так, ну что, давненько я не заходил за своего охотника. На хардкоре 18 левел мы остановились, насколько я помню. Я вроде как закончил, ну, по крайней мере, подавляющее большинство квестов в западном крае. Собрал все квесты на данж, на мертвые копии, поэтому пока прокачиваюсь, еще думаю, пойти в этот данж или нет. Просто не хочу рисковать первым персонажем. И тогда, ну, наверное, да. В принципе, как я назвал стрим, так и пойду. Смотрю, тут очень много квестов в Красногорье. Был так-то еще вариант, конечно, в Локмадан. Но я там никогда не делал много квестов. Чисто элитные 2 квеста, помню. Сделал на Огров и все. Больше там ничего не делал. А в Красногорье я знаю большинство квестов, по крайней мере, поэтому... Хоть и локация куда хуже. Хуже, чем Локмадан, по внешним данным, по крайней мере, если говорить. Все-таки лучше выбрать именно ту, где хотя бы знаешь, что нужно делать. Поэтому сейчас пойдем в Редридж Маунтайнс. Так, что у нас тут по... Ага. Угу. Это нужно продать. Это нужно продать. Хотя ладно. Кинжал я оставлю чисто вот когда 20-й апну, чтобы была бы шмоточка на ношение парных оружий. Далее, что у меня тут? Ткань всякая. Первая помощь у меня еще... Ага. Нужно 3 уровня прокачать, чтобы я смог делать из вул клод. Эти бинты. Так, так, так. Тогда мы сдадим вот это все. Да, пока, наверное, только растения, остальное я оставлю. Да. Окей. Бинтов у меня 27. Ну, по привычке. 20 я оставляю, а остатки продаю. Блин, не то, не то. Лол. Как хорошо, что есть функция buyback. По сути,
там сейчас будет открыт квест Messenger to Darkshire. То есть я смогу еще поставить точку полета в Даркшайре. И, может быть, какую-то часть квестов... Ну, ладно, я еще подумаю. Просто вот, может быть, поделать где-то половину квестов именно в Красногории, а потом перебраться в Даркшайр. Потому что там тоже, как бы, очень много квестов. Хорошие награды. Там, по-моему, сумка будет 10-слотка. Да, сквот. Пока еще, да, мало. Потому что я только 18, но потом появится еще. Там, естественно, главная проблема это, разумеется, этот вот Stitches, который будет ходить вот по всей локации вот так вот, по-моему. Начиная от кладбища, там плюс-минус, до самого Даркшайра. Он-то 35-го левела элитник, я там уже видел много раз, пока играл на других персонажах. То, что вот хардкорщики там в основном погибают либо от этого поганища элитного, либо они погибают вот тут вот на кладбище от от вурдалаков различных, потому что там будут квесты тоже, я помню. Totem of Infliction или что-то вот вроде того, да, называется. Ну и плюс вот здесь вот The Night Watch, по-моему, третья часть тоже здесь будет. Ну и, конечно же, Мурладим и второй элитный квест, там тоже волшебник такой есть. Вот. От них тоже погибали, но меньше. Пока я больше не замечал. Тут вот огры знаю, где-то обитают, там и Братство Справедливости бандиты, а от них вроде как-то нет. И тут тоже андеды есть, и воргены и тут, и тут. И как-то тоже вот не замечал, хоть и они там пачками стоят, там 30-е плюс левелы, 25-е плюс, вот такие вот. Поэтому это как-то интересно. Вот. Почему у них так? Так. Что у нас тут? Квест на черепаху я, наверное, делать все-таки не буду. Я понял, то, что если просто здесь еще поставить бонус к бегу от моего аспекта гепарда, то это будет еще лучше, чем черепаха. Я так понимаю, на 40. Да, даже на 40-м левеле просто поделишь на 2, и вот тебе будет бонус к бегу. То есть это будет только 20%. А 20% по умолчанию, по-моему, гепард дает. А у меня еще будет бонус, плюс 6% здесь. Поэтому, ну, нет смысла. Ради одного квеста там бегать туда-сюда. Опыт, да, конечно, понимаю. Но не более. Так, я в Ironforge почему летал? Я вроде бы... Да, я обучил скиллы необходимые. Потому что здесь за один квест я получу ружье. Так, ладно, пока что я возьму все квесты. Все квесты, которые есть. Там уже буду смотреть по ситуации, какие я смогу сделать сразу. В соло. Насчет элитных я не знаю, подумаю. Я помню, здесь есть элитные на орков. Вот они опасные, конечно. Так. В принципе, даже могу взять именно те квесты, которые я никогда не брал в свою жизнь, всегда избегал. Это вот то, что я делал в Westfall, вот первый раз в жизни начинал делать вот именно на этом сервере. Именно Westfall Stew. Точно так же и здесь. Так, что это у нас? Barkeep Daniels, Flakeshore Needs, Keg of Thunder Brew, Lager, Касков. Ага. Ай, блин, вот тут как-то нет. Фу, не хочу. Скукотища. Так, тут вроде наверху больше ничего нету, да? Да.
Такие дурацкие квесты, где нужно далеко там бегать, что-то приобретать, да ну нафиг, тоже не люблю. Так. An unwelcome guest. Ну тут только если кто-то захочет вместе сделать, то я присоединюсь. Непременно. Потому что в соло я не засолю. Так, вот что, какой квест я буду, да. Редрич Гулаш. По сути, тоже сбор ресурсов с разных животных. Я вот в западном краю, на сбор ресурсов эти квесты, там Westfall Stew тоже как-то вот никогда не делал, только вот на черепахе, когда начал играть. Соответственно, начал делать. Просто ради интереса. Я в этот раз попробую то же самое провернуть в Рейдридже. 39-й. Умер. Ну, пресейв, да. Что ты еще скажешь? Так, сегодня цель хотя бы апнуть 20-й левел, потому что мне уже надоело так вот медленно бегать. Пора уже приобретать аспект Джипарда. Сначала, значит, сделаем простенький квест на послание, Даркшайр. Соответственно, там поставим точку возвращения. Ой, не точку возвращения, а точку полета откроем там. Ну, это как бы ноу-брейнер. Автоматом. Я думаю, так все всегда делают. Если есть возможность, то всегда нужно ставить точки полета. Как тут активно все фармят. Сколько народу у нас? 3400. Ну, для утра, я бы сказал, нормально. Рабочий день, понедельник. Хардкорщиков почти 1100. Ну, грубо говоря, 1/3. Это хардкорщики только. Not bad. Так что тут придется побороться за конкуренцию над мобами. Особенно по тем квестам, где надо будет собирать ресурсы животных. Вот этот вот кастомный квест, где надо будет вот этот вот Greater Tarantula Venom собирать. Так, тоже у нас, кстати, какой-то кастомный лагерь добавлен. Не знаю, с какой целью. Я такие периодически вижу в некоторых локациях восточных королевств. Видел в Хилсбороде тоже полным-полно. В некоторых местах, там в Вольтеракских горах понаставили. Прикольно. Таким образом, кажется, что и без того не так мало населенные локации всякими разными предметами, NPC, деревушками, они еще более плотно населены благодаря там мини-мини каким-то вот таким вот поселениям. В каком-нибудь углу, там, не знаю, пару домиков, один домик, палатка, вот все вот это прикольно. Это фигня, я думаю, Holy Damage Absorb. Так, окей, ладно. Кормим. You are in combat. Well. Разберемся.
Вот так вот. Ибо нефиг. Так, думаю, пока я тут не играл, набрал неплохой такой кусочек бонусного экспириенса. До 19 точно, потому что я тут не вижу границы. Поэтому я думаю, там на 19 где-то остановится. Также повторяю то, что я вот эти вот палатки, которые дают за 15 минут полтора левела бонуса к экспириенсу, Rested XP, я его не использую. То есть я стараюсь это все избегать. Если палатка прям стоит вот так вот, чтобы... Что я вот не могу пройти мимо, там, я не знаю, на входе в таверну или возле точки полета, то тогда, да, это, конечно, никак не повлияет, скажем так. То есть там фигня. Совсем чуть-чуть, да. А так стараюсь максимально ограничивать от всего этого. Так. Учитывая, что тут как раз-таки недавно крикнул этот Stitches, то он уже в пути. Я так понимаю, он где-то здесь уже вышел, наверное, на дорогу. А вот, кстати, палатка. Поэтому, раз он вышел, надо быть аккуратным. Ну, хотя, пока я тут поговорю и выйду обратно. Он не успеет дойти до самой деревни. Сидят, отдыхающие. Эх, вот сейчас бы сюда вот ворваться. Ворваться этому элитнику 35-го левела. Разгромить бы этих АФКшеров. Я бы на это посмотрел. Так, Лейкшайр. Угу. Кобальт Геомансер 7-го левела. Победил игрока 13-го левела. Вот это прискорбно. Позор прям какой-то. ЛФМ, Wanted Чуксул. Вот это, кстати, один из тех двух квестов, на которые я вот в Локмадане ходил. Второй, по-моему, Mercenaries называется. Наемники. Там просят убить по 4 штуки 3 разных видов огров. Награды, кстати, неплохие. Там дадут наплечники, кольчужные и кольцо. На интеллект и дух, по-моему. Поэтому я его и делал. Потому что тогда в те времена не прокачанной ванилы, то есть не ванилы плюс, вот так вот, таким способом получить раннее кольцо, это вот был один из лучших вариантов. Интеллект и дух, хотя бы так. Вот особенно учитывая то, что я играю, допустим, за паладина и за друида чаще всего. Так, ну что, третья часть мессенджеров выполнена. Так, хорошо. Here are some coins. Ну, спасибо. Пару монет. На меня, блин, волк напал по дороге, а ты мне ему за это монеты даешь. Ну ладно. Ну чё, хорошо. Так, ладно. Судя по карте, ходить можно, точнее нужно, по всей локации. Что у нас тут?
Мангрел, Поучер. Это прям тут рядом. Там можно будет сделать гуляш. Просто по дороге можно сделать. Underbelly Whelp Scale тоже вот здесь вот. Эти мелкие дракончики летают вот здесь вот. Вот здесь вот. И вот там вот еще. A Bang of Gnolls. Это вот здесь вот. Хорошо, ладно. Тогда начнем, наверное, вот с той местности. Потом плавненько перейдем вот на ту. В те горы пойдем. Думаю, наверное, сбор ресурсов на гуляш сделаю после гнолов. Потому что на этих гнолов большая конкуренция. Сейчас, тем более, утром хотя бы народу чуть поменьше будет, поэтому выгоднее, наверное, сейчас это сделать. Так, кабаны. Кабан. 18 левел. Получается, я могу его поднатаскать еще. Найс. Да, вот тут уже куча. Вижу. Животных. Зафармленных. Три из 6. Хорошо, хоть вот этот быстро набирается. По квесту. Так, а гнолы у нас уже там начинаются? Да, гнолы уже там начинаются. И да, вот как я и говорил, вон там дофигища просто народу. Да, не успел. Блин. Надо думать. В группу объединяться как-то не хочу. Все-таки это как бы должно быть соло приключение. Так, поучера берет он. И этот берет поучера. А, тут только поучера? Понятно. Ну иди фарми их, чувачок. 19 левел. Лучше бы его, блин, зафармили. Жадный говнюк. 104 забрал. Ну, молодец, конечно. Учитывая, что он это сделал за воина. Так, что у нас тут? Деревня Мурлоков тоже пустая. Блин. О, хороший апгрейд. Найс. Найс. Are you ready? Так, ну, дропнет последний или нет? Нет. Последняя не выпала. Что у нас тут еще?
По-моему, они еще где-то здесь есть, эти дракончики мелкие, да. Дайр Кондор. Ну давай попробуем. Спасибо за рывок. Узер. Туда, туда. А, он 24-й, ты думал, как-то он быстро убивает их. Так, что-то не дропает последняя шкурка. Блин, жаль, у меня сумки маленькие. Вот из-за этого квеста на сбор ресурсов животных, я думаю, я просто очень быстро забью всяким шлаком свои сумки. Ну, хоть опыт получу за все это. И агрить проще, учитывая то, что я играю за ханта, а не тем же воином. Так, что тут у нас? Кемпят, просто кемпят. 3 игрока, да? Охренеть. Ладно. Кемперы. Пойду-ка я в тот лагерь гнолов, наверное, посмотрю, что там. Ну, блин, ну повсюду, просто повсюду игроки. Это невозможно. Привет, привет. Я тут пытаюсь найти хотя бы одну живую душу. Ну, NPC, точнее. В Красногорье. Просто вот везде смотрю, вот налево, направо. Хоть и онлайн показывает, только 3500, сколько там было, я вот смотрел. Ну да, 3500, грубо говоря. И только лишь третья часть — это хардкорщики. Блин. А, я не заметил, я собрал все 6. Лол. Окей. Так, тут тоже везде. Везде мертвые гнолы. Да, конечно. Причем, когда я приручил его, у него уже был чардж 2-го уровня. 12 левел он, по-моему, был. Сам, конечно, я приручить его не смог. Пришлось просить помощи. Попросил у Варлока одного. Он переагрил. А я приручил. А так, да, вот. 2-й ранг. Надо только вспоминать, какие еще способности может кабан выучить. По-моему, укус, не? Потому что, мне кажется, 2 способности — это как-то мало для питомца вообще в целом. Какой-то еще обычный, какая-то обычная способность, которая наносит урон, мне кажется, должна быть. Вот это вот у котов, по-моему, царапка какая-то. Полоснуть, типа, что-то типа того. А еще, знаю, укус есть. Клыки. Я вот забыл просто глянуть в каком-нибудь гайде, где описаны все способности питомцев.
Надо будет как-то глянуть. Ну или потом просто со временем, когда еще появится способность, у Ханта же есть способность там узнавать, какие способности у питомца. То есть у зверя есть перед приручением. Так, поучер. А мне нужен Монгрел. Как всегда, мало. Ладно. Так, что мне там выпало? Угу. Ремень. Так, надо, наверное, поставить питомца куда-нибудь сюда на гору. Стой тут, а. Агрессивная стойка. И пусть просто стукает всех, кого увидит. Трэшер это не то. Ну-ка, поставим еще поиск. Опа, есть один. Так, на горе у нас там поучер. Ну ладно, тоже завалим, чисто ради опыта. Так, что у нас тут? Игрок. Трэшер. Понял. Блин, я надеюсь, я не ошибся, то что я вместо Локмадана выбрал Красногорье. В Локмадане, наверное, еще больше народу качается. Тем более там чуть ниже левел все это. Так, ну ладно, этого убьем. Ух. Что-то мне прет сегодня на зелень всякую. Третья или четвертая шмотка, да. Четвертая шмотка за сколько тут? За минут 20, наверное, фарма всего этого. Ну вот, пока что парные есть какие-то. Какие-никакие. На 20-м левеле, думаю, носить парное оружие вместо двуручного. Так, ну что, потихоньку раздача пошла. Три есть. Блин, одного упустил. Печально. Так, этого не упущу. Хрен себе. Так, поучер. Туда не пойду. Так, ладно, надо покормить. Out of range.
Так, а ну-ка пока... Пока мы тут фармим, может быть, мне даже глянуть лучше. Какие там способности у кабана? Так, Classic WoW, Bore Abilities. Ну-ка. Байт. Укус, точно? Да. Также Dash есть, ничего себе. Этого я не знал. То есть, по сути, способность такая же, как и у этого вот, у кошки. Ускорение. Это приятно. Но лучше сначала укус найти где-нибудь. Так, 6 монгрелов. Ну, отлично. Потихоньку идет процесс. Думаю, так, еще постою и зафармлю их. Так, значит, только что я убил здесь одного. Ладно, пофиг. Давай в группе, будет быстрее. Здесь убил. Там вроде резнутся. Блин, не успел. Ну ладно. Надо еще ближний бой подкачать. А то у меня двуручный вообще практически на нуле. 3 показывает. Думаешь, переприручить для обучения, да? Тут будет с укусом уже питомца. Я сейчас на 18 левеле. Так-то я просто думал этим делом заняться где-то на 20-м. Когда у меня будет скорость бега хорошая. Я еще пофармлю травы, тогда устрою отдельный стрим. Красногорье. Это Красногорье. Red Ridge Mountains. Справа от Элвинского леса. Так. Так, стой тут, кабан. Так, вроде справа должны первее появиться. Или слева. Или слева, я не помню. Так, ужасающий кондор. У них есть укус для кабана. Ага, понял. Да, понял о чем-то. Тут, да, есть кондоры. По-английски dire кондор. Они тут, мне их надо фармить для гуляша. Хорошо. Тогда мне надо будет этого в конюшню закинуть. И тогда кондора приручить. Только в этот раз, наверное, я дождусь, когда у меня будет форестрапа. Чтобы не пришлось бы просить других игроков. Блять. Курва. Последний. Тупое говно. Попробую сейчас отбежать. Может быть, он заевейдится. Да, отлично, он заевейдился. Да... Блядь. Все засчитало. Там, видимо, воин кого-то завалил. Найс.
Молодец, красава. Так, ну вот, все. И четвертая способность спринт, да, я прочитал. Я вот сейчас вот заходил тоже. И мне вот Google показывает, у него укус, Dash это вот скорость, Growl это, ну, это таунт, это у всех есть, Charge это вот прям способность, которая у меня есть уже. Ну и Cover это прям фигня, которую я не собираюсь вкачивать. Я никогда ее не вкачивал. Cover это типа попятиться, по-моему, если перевести на русский. И вот она есть у Feral Druida, по-моему, способность. Я ее вообще никогда в жизни не использовал, даже за Feral Druida, когда играл. Она снижает уровень угрозы. По мне так нужно просто убрать из автоиспользования таунт у питомца, и все, и угрозы никакой не будет от него исходить. Ну или я идиот, не знаю. А так, ну, ускорение она появится, наверное, потом. Вряд ли вот на ранних уровнях будет. Так, сейчас надо мурлоков, я думаю. Сколько у меня тут места свободного? Ну, сколько-то есть. Ладно, поставим усиление, чтобы... Чтобы освободить место. Все равно это только плюс 16 брони. Да, вот думаю, укус это прям тоже будет отличная способность, полезно. Правда, наверняка укус плюс таунт и еще чардж будет в ноль. Тут же убирать его фокус. Поэтому надо поскорее вот этот вот таунт прокачать, чтобы регенерация фокуса была бы увеличена. Иначе никак. Так, ставим агрессивного. Ну и пусть куда-нибудь, не знаю, вот сюда, может, на гору встанет. На дежурство. Так, поиск гуманоидов. Там игрок. Тот мурлок слишком далеко в воде. У тебя нету билки, которая показывает, как... Вот в том-то и дело, да, вот я о ней говорил, но ее еще у меня нету. Beast Lord называется. Я не помню, с какого левела эта способность открывается. Но я ее прокачаю обязательно. И да, я вот буду стараться идти такого помощнее кабана, который сразу со второго ранга дает укус, а не с первого. Так. Одни игроки. Деревня Мурлоков полностью истреблена. Может быть, на 20-м появится, я не знаю. Понятно. Вот гнида, бля, еще один охотник, вот это вот прям очень бесит. Ладно, не знаю, может быть, подождать, пока они тут все это сделают. Как меня это бесит. Вообще никого не успеваю играть. Кошмар. Так, есть один. Хотя бы один. Так, отлично, уже 19 сейчас получу. Найс. 19 есть. Так.
Надо вспомнить, где тут еще морлоки. Они, по-моему, где-то здесь еще на побережье есть. Я думаю, с них также можно залутать. Этой рыбки. Опа. Вот это плохо. Подрезать крылья, как всегда, промахивает. А вот сейчас опасно, кстати. Надо, наверное, выпить зелье или подожду еще. Да, думаю, чардж тоже дофига дает агро. Так, надо подхилить братишку. Так, у кого тут меньше хп? Вот этого стукой. Этого мы подстрелим. Так, хилим его так. И теперь надо... Вот у меня еще такая отхилка есть. Опа. Живем. Да, таунт можно в любой, кстати, момент отключить. Я это обычно делаю, естественно, в данжах. Так, тут ничего. Так, надо покормить. Лутаем. Крайне неприятная ситуация, когда они паровозиком друг за другом бегут и просят помощи. Так, тут вроде все. Да, ладно, пойдем того залутаем. Хорошо есть зелье. Главное не паниковать, как говорит Османголд. Главное не паниковать, а сражаться до последнего. Потому что если ты начинаешь бегать туда-сюда, ты начинаешь агрить дополнительных мобов. Опа, а вот и инвентарь полный. Так, ладно. В принципе, отчасти он и прав, хоть чувак довольно противоречивый, я бы сказал. Ну давай, добей. О, найс. Так, надо открыть, наверное, эти все ракушки. А, у меня их и нет толком. Только одна. 6 рыбешек. Да. У меня такое похожее, вот я не помню, либо это вот на одном из стримов по хардкору было, или когда. То, что вот под самый момент получилось так, что все начали воскрешаться. Все начали резаться. И как раз вот раненый, кто там был, убегал, я вот не помню, тоже начал убегать. А, это был эскорт этого вот предателя. Это был хардкор челлендж, да, точно. Я вот не помню, какой из стримов. Предпоследний, наверное. И просто все по очереди начали резаться в этом Мунбруке. Я там тоже чуть не помер. Я так занервничал. Я ж там еще с девушкой поспорил, то что я доживу до 50-го хотя бы. А тут бац, такой форс-мажор. Там прям, ну, вообще близко-близко вроде бы было. Там и зелья, и бинты вроде пошли в ход. Там же фишка в чем? Одни из самых опасных NPC в западном крае, это вот эти вот Pillagers, Defias Pillagers, именно кастеры, которые фаерболами кидают. Они прям просто кусками отламывают хп. И вот они начали спавниться, я в итоге, по-моему, 4 или 5 там плюс-минус убил. Но выжил кое-как. Так, пулем. Еще одну рыбку надо зафармить. До 30-го? По талантам у меня будет тогда вот этот талант. Мне кажется, да, в принципе, с 10-го уже как бы жизнь заметно так стала проще для ханта. А вот с 1 по 10 прям, ну, это просто адская пытка. Я еще смотрел вчера стрим
на Твиче одного стримера. Он тоже за ханта начал играть, и он посмотрел статистику, и вот самый умирающий класс, вот с 1 по 10, это как раз-таки охотник оказался. А, притвориться мертвым? Ну да, тоже, кстати. Хотя он в классике может срезистить. Насколько мне известно. Так, блин. Чё б такого? О. Блин, из-за того, что я их не лутаю, они, наверное, воскрешаются медленнее. Или мне так кажется. Но притвориться мертвым, кстати, вообще полезная способность. Я ее даже как-то использовал в ПВП. И она сработала, причем люди поверили, что я умер. Это, по-моему, случилось на Альтеракской долине, вроде бы, да. Это прям вот в самом гуще, вот в самой гуще. По-моему, на центре мы там замесились. И я понял то, что все, ГГ, нашей пачки, и надо сливаться как-то. В итоге притворился мертвым, и они все просто мимо пробежали. Было прикольно. Я только не помню, питомец, наверное, может быть, меня выдал потом. Или его тоже убили. Не помню. Может быть, убили. Когда 30 секунд или минута. Ну, я думаю, да, плюс-минус. Так, агрессия надо убрать. Думаю, не должен быть большой КД у этой способности. Может быть, минута. По талантам, по-моему, в сурвайвале улучшает... Да. Уменьшает шанс резиста именно этой способностью. Так, сейчас бы вот освободить местечко. Так, полоска опыта у меня уже отдыха закончилась. Печально. Ну ладно, тут, я думаю, под квестики. Я 20-й быстро апну. Ну, вот пока я качаюсь в Красногорье, я думаю... Как думаешь, стоит идти или нет? Так-то для Deadmines у меня вот полный комплект всех квестов собраны. Просто все. Те, что снаружи, те, что внутри, все кастомные, которые есть на черепахе. По-моему, все. Я собрал. Они у меня все есть, все готово. Я просто боюсь доверить свою жизнь другим игрокам. 100%, если я пойду, то это будет не раньше 20-22 левела. 20-22. То есть вот не раньше. Поэтому если я решусь, то только вот где-то вот так вот. Даже, может быть, на 22-м пойду в мертвую копию. Тогда, потому что в случае чего я смогу своего кабана отправить в бой на отвлекающий маневр, а сам врублю этот вот режим гепарда и убегу. На всякий случай. Может быть, и пойду. Ну вот, да, 22-й, наверное. 20-й еще рановато, тем более у меня шмот еще, ну, такой. Что было, то есть. То и собрал. Такое себе. Главное еще пачку адекватную собрать. Да, копье с гоблина падает.
Топор с другого гоблина, который на крошере. Да, в принципе, нагрудник. Неплохой, братство справедливости. Что там еще? Так, ладно, эту зелень я тоже продам, нафиг она мне нужна. Так, это лишнее. Глаз Мурлока. По-моему, не надо он для сбора ресурсов. Гуляш. Да. В Локмадане на Триню. Это что за квест такой? Это оригинальный или кастомный квест? Я не знаю. Я в Локмадане квесты особо не делал. Я знаю, что там есть вот на элитных огров. И там падает на инту, по-моему, интеллект, дух, колечко. Но оно мне не подойдет. Да у меня без того кольца, ну, нормальные. Садят. 4 АП. Угу. Если честно, я даже не знаю, где они. Знать бы. Я потом чекну, где это находится. Или даже, не знаю, сейчас, может быть, это покажут. Так, вот Лохмадан. Filthy Paws. Это тоже оригинальный, по-моему, был. В Дарнасе, да, у меня есть это кольцо, оно есть на мне. Сейчас я уже сделал. Знать бы название этого квеста. Так, ну вот эти, по-моему, оригинальные. Mercenaries тоже оригинальный. Wanted Чуксул тоже оригинальный. Lock Menace. Вот такого я квеста не помню. Excavation Progress Report. Crocolisk Hunting. Hunter Beast. Не знаю. У Орды, по-моему, в этом вот, где-то в Мулгаре, если не ошибаюсь. Наверное. Или в степях, хз. Локмадан. Ну, хорошо. Ну, если что, я в гильдии спрошу. Тут прям вот гильдия этих хардкорщиков Still Alive, она прям вообще классная. Очень отзывчивые ребята. Чуть что помогут. Они мне и с макросами помогли. И там еще вопросы задавал. Насчет торговли между хардкорщиками. Так. 2 силы, 3 ловкости. Так, ну, думаю, лучше перчатки взять. Fish Liver Oil. Ну, можно. В Молгории, в Кабистане. Прикольно. Я помню то, что там у Орды какие-то были до Трини, они дают просто 4 атак пауэр. То есть, ну, может быть и на лоу-левеле прям, да, что-то лучше, чем ничего. А так, в целом, ну, я не знаю. Стоит ли это потраченного времени. Но если будет в Альянсе, да, может быть и схожу. Так, еще этот я могу сдать. Может быть, скажем так, в рамке программы для подготовки к походу в данж, наверное, и соберу. Чтобы быть максимально готовым. Потому что, ну, сейчас вот на 19 уровне у меня только 543 хп. Думаю, ну это прям вообще как-то очень мало. Вспомнил. Наверное, мне надо было идти качаться в этот раз
в Даркшор, а потом и в Ясеневый лес. Хотя в Ясеневом лесу я особо никогда не качался. Но сейчас я ПВЕ режим, поэтому там никто мне мешать не будет. Ну ладно. Это потом. Лока, где начинают хуманы, у церкви есть выше долина, добавлена в черепахе. Это вот это вот? Где ты на Грифоне, когда летаешь и... Там вот спускаешься. Не знаю. Я знаю, что есть вот дополнительная локация, сделанная вот здесь. Сейчас она, допустим, вот мне подойдет по левелу. Wetlands. Это Дунаргат, Аград. И Хокс Vigil. Туда можно вот на полетном на Грифоне вот долететь. А вот насчет хуманов не знаю. Там вроде бы, когда я начинал квеститься, по-моему, только один квест какой-то высвечивался. Вроде бы. Но как туда попасть, я без понятия. Так, все квесты сдал. Что тут дальше можно такого сделать? Наверное, гуляш. Буду фармить на гуляш. Но вот на триничку я посмотрю. Что там, может быть, триничку я сделаю. Тут еще есть кастомный квест, который мне надо будет сделать. Вот он. The Old Church. Там тоже тарантулов надо зафармить. Есть. Успел тегнуть, а? Хы-ха, я крыса. Блин, ничего не выпало. Ну ладно. Так, тарантулы у нас были, по-моему, вон там. Да, вон они. Трек Бист. Сейчас я тут буду, наверное, по КД ходить и опустошать сумки свои. Так, кабан. Кабан. Давайте кабана. В принципе, без разницы, у меня сейчас ничего нету. Так, а в Даскуде, по-моему, кабанов нету. Я вот что-то забыл. Надо вспомнить, там вроде бы волки, пауки. Волки, пауки и все вроде. А, и ворги. Волки, короче. Да. Наверное, надо будет тут смотреть, искать какого-нибудь кабана 18-го левела, если будет. Или паука. И перенять у него способность укус. Так, смотрим. Тарантула.
Ну, неплохой дроп-рейт, я бы сказал. Если вспомнить, для сравнения, когда я делал квесты в западном крае, там, где надо было печень собирать кабанью, 8 штук, ну это, конечно, было что-то. Квест занимал полчаса, наверное, если не дольше. А там конкуренция еще больше. По сути, первая локация, куда идут все. И плюс еще орда мешает. Последние дни, кстати, я тут играл на другом персонаже. И в западном краю как-то было уж очень много орды. Самого разного левела. Там и 40-й левел разбойники, и 20-го левела ханты. Прям одетые. Заряженные там всякими зельями и так далее. Воины. И поменьше там левелов тоже. 15-й, 17-й. Мешали игрокам. Ганкали их. Ну, там ладно, там большая часть из них такие. Один раз ганганут, все. И успокоятся. Но вот один из них, конечно, сильно выделялся. И вот его пришлось, конечно, проучить. В итоге проучил его так, что бедняга обиделся. И начал писать на меня тикеты администратору. Мол, я его гангаю. А, блин, я не доберусь. Ладно, тогда иначе. Теперь иди сюда. Вот так вот. А в смысле, еще будешь обходить, что ли? Ты издеваешься? Тогда там. Под водой. Ладно. Интересная траектория. Ладно. Наверное, надо лучше вернуться и все, и не париться. Бегает, короче, иногда. В Вестфоле. Чувачок с ником Охотник 20-го левела, Undead. Одетый, там, с зельями невидимости, насколько я понимаю. Зелье... Какие еще там? Free Action Potion, наверное. Все, что нужно для PvP. Лич Кинг его ник. Такой токсик парнишка. Любит всем мешать, ганкать. Ганкает не только в западном крае, но и в Элвинском лесу. Я его тоже видел. Просто всех, кто PvP режим включает, он всех убивает. И вот стоило мне потом посидеть вот, с ним поработать пару раз так. Так все, сразу начал мне ПМ писать. Мол, что это за фигня, что ты творишь? Тебе что, заняться нечем больше? Сейчас буду на тебя жалобу катать. Думаю, ну ладно, катай. Приглашаю еще админа на личную беседу, можем поговорить в Дискорде вообще без проблем. Поясню за ситуацию, что да как. В итоге он так и остался со своими этими тикетами. Не знаю, что он там дальше делает, мне все равно. Я его продолжу гангать. А то, если у меня будет даже хант 60-го, я буду специально его выслеживать на карте. Пока еще нет, пока еще нет. Он вчера мне написал, то, что он написал тикет и ждет ответа от админа. Я вот сейчас даже... Наверное, нельзя добавить, потому что он не хардкор. А, можно. Сейчас он не в игре. Такой, блин, ребеночек. Я потом еще общался с местными игроками, которые качаются там в западном крае. Мол, типа, вот этот вот чувак гангает вас, да? Они тоже отзываются о нем негативно, мягко говоря. Тоже такой, говорят, ребенок, который любит гангать всех подряд.
но не любит, когда его гангают в ответ. Вот я тоже им рассказал, то, что разнулся ребенок и начал на меня писать тикеты. Такой обидчивый. Так что жду, вот сегодня, не знаю, зайду еще вот за паладина, который у меня есть 60-й левел. Захочет, пообщаемся, не захочет, не надо. Мне вообще пофиг. Блин, это, конечно, было смешно. Единственное, что бесит, это то, что он 20-й левел хант. Он может кинуть ловушку Фрост трапу, и она срабатывает на мне на 60-м левеле паладине. Это как вот? Почему она не резистит? У него прокачана точность, что ли, там, я не знаю, хит? Или что? Это как вот? И точно так же было с разбойником 24-го, по-моему, левела. Смотрю, он гангает там вот на одном из полей. Это было вот здесь вот. Вот между этими двумя полями он бегал. Ганкал ПВП игроков. Там, он 24-й, там были чисто такие 13-й, 15-й левел. Я подошел, хотел тут же кинуть стан и шотнуть его за это. Он просто взял, кинул мне сап. И все. И в инвиз ушел. Я его так и не нашел. Просто с первого удара. Вот я вот это вот не понимаю. Почему вот нету резиста? Они, наверное, как-то прокачивают шанс на хит, я не знаю, или что это. Инчантов вроде таких нету. Без понятия. А так, ну, приятно, кстати, осознавать то, что я не один такой вот борец, скажем так, за справедливость, там, за ПВП справедливость. Там появляются дружины такие, в основном из разбойников, конечно. Там и 60-е левелы, и 40-е. И пасут вот этих вот тоже клоунов, которые охотятся на слабеньких игроков. Вот, вчера даже в группе немного посидели там. Повылавливали чертей этих бесчестных. Ну да, с этим согласен. Была же еще такая... Блин, этих кондоров нигде не видно. А, о, показывает. Понятно. Короче, старый видос, прям вообще вот старый, из той самой классики, самый первый. По-моему, это еще было, когда... Так, там ворон, да, кондор, драконы. Это, короче, было с разбойником до какого-то там фикса, когда они могли спокойно убивать фулл прокачанных игроков, когда на них не было никакого гира, и кинжалы были там первого левела. Исходные эти кинжалы. Просто потому, что у них была вот способность, это вот главная, которая расходует эти комбо-поинты. Как она по-русски? Потрошение, по-моему, называется. Eviscerate по-английски вроде бы так. И она как бы почему-то наносила все равно вот тот базовый урон, который был написан на способности. И вот были там видосы, как вот спокойно эти разбойники прям разматывают воинов или кого. И вот после этого их как-то пофиксили, этих разбойников. Ну тогда всякое бывает там на классике. Те же различные зелья. Они же вот эти вот чуваки, которые бегают, ганкают игроков, как они получают превосходство? Не только потому, что у них там крутой какой-то шмот условный на 20-м левеле, у них еще там полным-полно зелий. Я заметил то, что тот охотник, он использовал зелье на невидимость, когда оторвался от меня. Один раз он успел свалить. То есть вот тогда я попался на фрост-трапу каким-то образом. И вот он потом, бац, просто исчез. Ну, наверняка это было зелье невидимости, потому что в друзья можно добавлять из чужой фракции, вот как видишь. Я добавил его в друзья, этого игрока.
И вот он был еще в Вестфоле, то есть, значит, он использовал это зелье. И вот второе это Free Action Potion, которое дает иммунитет к станам. И там пофиг, хоть у тебя стан 60-го левела или 10-го левела. Просто насрать. И вот самое забавное, то что они еще потом что-то там высирают. Ребята, ну вы же делаете по сути то же самое. Только я это делаю на своей территории, на территории Альянса. Защищаю братьев меньших. САП. Да нет, у него все те же контроли, которые раньше были у ретри Паладина. То есть обычный стан. Hand of Justice. По-моему. Это, кстати, магический эффект считается. Рейндж 10 метров. То есть можно снять диспел магии, да. И второе, да. Второе покаяние, по-моему, называется. Repentance. Да-да-да. И вот она действует, по-моему, на 20 метров. Это не стан, а вот это вот уже можно считать что-то типа сапа. Потому что при входящем уроне цель снова, ну, снимается с нее этот эффект. Сап-роги просто он дольше длится, по-моему, секунд 10. А покаяние это оно длится секунд 6, наверное, максимум. 6-5, где-то так. Блин, кондоров повсюду фармят. Где еще они могут быть? Ладно. Пойду, наверное, тогда на гнолов сюда. Или даже кабана завалю этого по квесту. Да, я думаю, что да, можно. Это отличный способ противодействия охотникам. Но я, как назло, я поменял таланты. Как-нибудь, может быть, на стриме покажу, когда я буду играть за ретрика этого. В общем, я сделал там такую сборную солянку, которая, но больше всего подходит для ПВЕ. То есть я жапнул 60-й и все. Больше я по данжам не ходил, поэтому у меня там шмот 45 левел там в среднем. Такое говно. И вот у меня таланты, они доходят... сейчас даже, может быть, покажу на сайте. Туртл Вов, калькулятор талантов. Сейчас, секунду. Отойду тут. Безопасное расстояние. И включу показ экрана. Так. Как тут было? Захват экрана. Во, все, теперь видно, да. Короче, что я сделал? По-моему, вот так вот прокачал. Вот так вот. Вроде вот так вот, вот так вот, вот так вот, так вот, так вот, так, так. И, по-моему, 5 очков сюда. Покаяние, вот это вот Repentance, я не брал. Потому что это вот как раз-таки больше уже для PvP талант. Дальше я пошел просто в прот ветку. Но не для танка, а просто вот, чтобы фармить low-level данжи. Потому что я сейчас практически нон-стопом фармлю мертвые копии. Потому что я прокачиваю своих твинков. У меня уже 3-й твинк на подходе. Я сделал себе друида, сделал приста. И еще паладин будет на 19 левел. Я их одеваю, профессии прокачиваю, инженерное дело, все дела. Буду мутить такой небольшой контент на них. Вот, я такой себе билд сделал. У меня сейчас вот такой вот он у меня. Где-то отчасти можно сказать, что это PvE билд, где-то PvP. Допустим, сокращение вот стана. Да, это больше для PvP, я бы сказал. То есть здесь вот никакого вот уровня угрозы нету
Таунта нету. Чисто для фарма. И вот этой вот ключевой способности, что в проте, что в ретре, у меня нету. И той же расплаты, допустим, у меня тоже нету. Я вот планирую с таким вот билдом пофармить потом БРД какой-нибудь, там набить себе шмотки. И когда настанет время, тогда я, наверное, вернусь либо в Full Ретре, либо Шок 1 билд. Да. Из аниме. Это единственное аниме, которое я с начала до конца посмотрел. И оно мне понравилось. Просто в детстве начал его смотреть. Еще по Jetixу. И как-то вот зацепило. Так что вот такой вот у меня билд. Так, ладно. Да, у меня там на канале есть 3 видоса. Или сколько. Ну и один просто в целом. Я сделал, попробовал игру, которая посвящена Наруто. Прикольная она. Там и онлайн режим, и прохождение, и кооператив. О, татушка имеешь в виду, да? Серьезно? Любимый персонаж, может быть? Прикольно. Я сам, кстати, не фанат татуировок. Но не осуждаю как бы это дело. Если прям татушки со смыслом какие-нибудь там прикольные, то это да, это круто. Мой любимый персонаж, кстати, любимый, ну как, лучший друг, скорее всего, не любимый, а лучший друг Орочимару, этот вот, э, Джирая. Этот прям мой самый любимый персонаж. Извращенный отшельник. Заклинатель жаб. Так, надо бы освободить, наверное, местечко. О, вот эта тема, да. Вот это там мощь, конечно. Режим отшельника, да, это тема. Это прям вот даже, можно сказать, одна из самых интереснейших частей во втором сезоне. А в первом сезоне как раз-таки вот именно тот период, где у них вот экзамен и знакомство, соответственно, Наруто и этого вот чувака Джираи. Так, ладно. Тут вот, ну, это можно продать. Многовато у меня сейчас еды. Так, это по квесту, это тоже по квесту. Это мы продаем. Это по квесту. Ладно, рыбу тоже продадим, пофиг. Тут и без того много еды. Кабан, к счастью, кушает, по-моему, все. Да, у Цунады большие добрые глаза. Типа, нельзя, да? На работе это. Насколько мне известно, есть вот работы, которые не позволяют это вот. Наверное, какие-нибудь госдолжности или еще что-нибудь вот прям такое более официальное, не знаю. Так, прибыл я в лагерь гнолов, и тут опять. Тоже никого. Класс. Блин, что сегодня за день такой? Онлайн растет и растет. Я вот начал, по-моему, когда только включил стрим, было 3К, наверное. А, понял.
Ну, тут даже не знаю, что сказать. Разве что отчасти, наверное, я не понимаю, почему бывают такие запреты. Типа, ну хочет человек, пусть делает. У меня знакомый, с которым я в общаге жил, он в погранцах, по-моему, сейчас работает, пограничником. У них вроде раньше был запрет, или что-то вроде того подобное. Но теперь, по-моему, с этим полегче. У него самого там татушки есть, там на плече, по-моему. Не помню, кого он там себе набил. То ли дьяволицу какую-то, то ли суккубу. Но он такой металлист. Просто. Пока учился в этом вот, в университете, длинные волосы носил. Имел. Скажем так, не знаю, как правильно сказать. Прям действительно вот косил под металлиста такого. Хотя я сам тоже очень люблю рок, металл и все вот это вот. У меня что, целый плейлист свой, если что, есть. Ну, хотя, я думаю, это, наверное, самый популярный плейлист, который есть вообще из всех. Учитывая, что я там вижу количество посещений всех плейлистов, то именно тот, который вот я просто сделал в открытом доступе с песнями различными, не моими. Там просто 5000 с чем-то посещений. Плюс я его обновляю каждую неделю. По понедельникам. Поэтому, думаю, многие видели. Там в основном металл, рок. Ну и так, несколько песен по исключению. Так, отхилим кабана. Князь, а это, если не секрет, это что? Я просто не особо в курсе. Если это какая-то российская группа, ну, я тем более не знаю, я просто не из России. И русских исполнителей особо не знаю. Блин, походу я зря, наверное, спулил. Да, это было зря. I'm a fucking idiot. Кастер какой-то уж очень больнючий, блин. Стукает больно. Недооценил я его. А, король и шут. Да, да, да. Вот, кстати, этот мой товарищ, про который я только что говорил, вот он больше знает об этом. Он, по-моему, фанат. Ему нравится, он там песни слушает, знает их. Название слышал, да, но песни нет, не слушал. Из зарубежного, ну, точнее, в целом я слушаю зарубежного, вот именно англоязычное. Ну и в последнее время еще вообще всякие различные. А вот именно из русскоязычных у меня побольше песен группы Сплин. Стигмату вот недавно глянул, прям дискографию скачал побольше песен. Потом русскоязычная, но поет по-английски. Slaughter to Prevail. И Tardigrade Inferno. Это вот, который я сейчас прям вот сразу так вспомнил. Это вот русские группы. Какие еще там может быть? Я помню, вот эти вот 4 я точно слушаю. Они у меня и в плейлисте есть, и на телефоне у меня... На телефоне почти 7000 песен.
Слыхал, наверное, но прям вот так вот, чтобы именно слушать, не слушал. Вот это вот мой друган, вот он и Сабатон, и Повервульф, вот это вот все он слушает больше. И Короля и Шута тоже. Мы вот когда с ним познакомились, мы вот обрадовались, то, что у нас условно похожие вкусы, но потом, когда мы начали слушать музыку друг друга, мы оба поняли, то, что он больше вот именно вот в эту тему шарит. Вот Powerwolf, Sabaton, все вот это вот. А, а я поначалу, ну, такие попроще слушал. И он вообще подумал, то, что я фанат таких групп, как Blink 182. Ну, это просто потому, что одна из таких моих любимейших поначалу была. Но на самом деле я могу и Deathcore, Death Metal слушать, и Doom Metal. Но почему-то вот Powerwolf, допустим, Sabaton, вот, и тоже Король и Шут что-то как-то не зацепил меня. Металлика тоже, вот, допустим, вот у меня пару песен есть, но как-то вот не нравится. Слишком как-то тоже не цепляющие. Из последних вот разве что могу отметить, которые я чаще всего слушаю, это американская Under Oath, австралийская Polaris, э, по-моему, австралийская тоже Savior называется, Whitechapel, американская, наверное, Slaughter to Prevail, ну вот это вот, это российская группа, но он по-английски тоже там чаще, у него текст. Там у чувака довольно хороший такой голос. Алекс Terrible. Дракониан тоже еще офигенная группа, мне нравится. Шведская. Жаль вот только то, что здесь вот во время вот стримов нельзя вот это вот как бы особо включать. Потому что сразу прилетит страйк. Ну, не страйк, а предупреждение. То, что ты используешь музыку. Нельзя. В лучшем случае можно, но в случае монетизации канала, то всю монету отбирают. Прибыль будет только преобладателю прав на соответствующие песни. Поэтому у меня бывает тут музыка не такая уж и хорошая звучит на фоне. А бывает и норм. Стараюсь иногда находить лазейки. И те песни, которые относительно популярны, но авторского права как бы как такового не имеют. Это вот, как ни странно, вот парочка треков из темы Наруто. Музыка из игры Flatout. Именно первой части, там почти все песни, они без авторского права. И так повсюду там по чуть-чуть набираю. Так, что у нас тут по сумкам? Пока нормально. Так, мистика. Смотрю, у меня только 3 из 8. Как-то маловато.
Так, там дальше уже, ну, такое, опасно. Так, тут получается я... The Eversteel Bridge я сделал, отлично. Два куска мяса кондора есть, тоже хорошо. А Powerwolf что, не выступает в России? Из-за всей этой ситуации? Или все же планируется концерт, но у тебя не получается попасть? У нас так, допустим, в Латвии я смотрю, ну, там на целый год расписаны программы именно вот рок-концертов условных. Ну, такое. Прям, я не знаю, ну, в лучшем случае 2 из 10 там, условно. 1-2 из 10, вот прям действительно популярные группы. Там вот, допустим, In Flames в ноябре, по-моему, должны были выступать. Я хотел туда съездить, но не получилось. Так, пусть он пока этого сагрит. Я пока этих залутаю. Да. Еще один спаунится. Ладно, тогда этого сразу вагрим. Так, стрелы смотрю. Да, уже пол колчана потратил. На фоне, кстати, сейчас играет песня из фонотеки Ютуба. Как ни странно, там вот бывает, вот прям редко, но бывает относительно годная музыка. Хоть и поначалу, когда я смотрел, но там просто чисто музыка, которая подходит для каких-нибудь рекламных роликов и что-то наподобие. Так, кондор, кондор, кондор. Надо тегнуть. Сюда иди. Так, жаль, что Мистика не цепанул, он был последний. Ну да ладно. Успею. Давай, беги. Оп. Ништяк. Все, здесь тоже покончено с гнолами. По сути, да. Это последний. Последний гнол. Остается проблема с этими, с пташками. Их, к сожалению, не так уж и много. Так, а с орками что? 10 топоров. В принципе, тоже можно выполнить. Почему бы нет? Что нет тут по слотам? Ладно, лучше освобожу. Плюс квесты сдам тоже. Там все-таки квестовые шмотки тоже занимают место.
Опа, еще одна зеленка. Так, ну думаю, тут без вариантов. Да. Штанишки. Приобретаем. Дальше тут мы сдаем. Ага. Йовлер. Это у нас гнол, который находится в горах. И с него я колечко получу. Отлично. Причем апгрейд хороший. Это хорошо, это хорошо. Так, это мы все продаем. Вот это мы... Это мы... А, ну, в принципе, вот это я могу тоже продать. Это мне уже нафиг не надо. Тут молоко и хлеб есть. Зелье на ману. Коза. А надо ли оно мне? Ну ладно, пока оставлю. Так. Сделаем бинты. Может быть, апну до 80-ки. Так, отлично, +1. Да, было бы, конечно, неплохо уже поскорее бапнуть, чтобы я смог тоже и ткань продавать. Howling in the Hills. Так, подкормим. Антонио Перелли пришел. Так. В принципе... А ладно. Сделаю такую наглость. Выкуплю все травы. Потом закину к себе в банк. Вот чего нет. Так, что мне это показывает? Dry Times я не буду делать. Кабаниху надо завалить. Можно попробовать. Белли Граб. Понятно, он newcomers, он не хардкорчик, поэтому он меня не смог пригласить. Ну ладно. Так. Ну что, желающие? Видимо, нет. Блин, ну я, конечно, попробовать могу. Ловушку я не выучил точно, огненную ловушку. Ну хотя она только больше агро возьмет. Мой адрес. Блин, вдвое больше хп. Ладно, если пойдет кабан. Если пойдет кабан, то я тут же убегу. Короче. Фух. Погнали. Так, резист. Уже понял промах. Понял. Ну что, буду, наверное, будет хилить, все. Я пусть как... Нет. Нет.
Торможение это тоже движение. Притормози, малёх. Хилем. Живи, кабан. Спасибо людям. Всем неравнодушным, которые помогли мне. Тут я понимаю. Дух классики. Так, о, неплохой кусок опыта. 17 серебряных и цветочки. Цветочки. Их продать можно сразу, разве что можно... Разве что добавить их в эту коллекцию для трансмога. Да. И все. Далее, далее, далее. Так. Вот, Fruit Vendor тут был. О, кстати, трек. Трек из Flatout. Flatout. Первая часть. Я потом удивлялся, как же так, нет авторского права. Оказывается, что, допустим, на эту группу, группа называется Адреналин, ее вообще невозможно найти в интернете. Почти что там только один сайт есть с ссылкой на эту группу. Оказывается, у них там целый альбом вроде как есть, но вот в доступе вот можно найти только вот эти вот две песни, которые есть, соответственно, в игре. Может быть, еще одну там, по-моему. Но это я, если не ошибаюсь. То есть есть вот в теории, я так понимаю, большая вероятность есть у тех групп, которые не стали популярными в течение вот 90-х, 2000-х годов. Вот они не стали популярными, и никто не приобрел права на использование вот их музыки. И так вот, допустим, я нашел еще одну группу, которую я просто взял целых 3 альбома песен. И вот в последних 2 плейлистах у меня вот есть их песни. Из-за них пока что вот авторское право не впрягается. По крайней мере, пока. Так. Ладно, пойдем еще кондоров пофармим. Блин. Это что вот? Просто пустой текст. Big Hammer, бо. Что? Ладно. Купят же какие-то непонятные скины. Так, Грейт говорит, Туск не надо. Мне, пожалуйста, кондоров подайте. Я их с радостью заберу. Чисто 3 кондоров вот с куском мяса по-братски. Подайте. Carrion Bird. Это пет. Блин, как же тухло. Вот на 19-м левеле еще чуть-чуть осталось до 20-го. И ты осознаешь, что вот чуть-чуть осталось. И именно только на 20-м у тебя будет вот буст на скорость. А до этого ты просто как простой смертный, как вот типичный воин-прист. Я не знаю, кто там еще. Как воин-прист, вот эти вот все классы тоже с такой же скоростью передвигаешься, вот как они. Короче, как бич. Понятно. Тут кондоров вообще нету. Последних только что завалили. Карамба. Опа. Ну, умрешь? 6 хп. Отлично. А я забираю его.
Лузер. Жадность фраера сгубила. Да, я знаю, что черепаха с 18-го. Это квест в этой вот... в ярмарке Новолуния. Она как раз-таки была вот... в этой неделе она была у нас в Златоземье. А вот сейчас вот в эту неделю она уже будет в Мулгаре. Как квест чисто для опыта сделать можно, но как бонус к этому вот, к опыту, к передвижению, это бесполезная штука. Потому что бонус к скорости она дает 0,5 за уровень. То есть, грубо говоря, текущий уровень ты делишь на 2. Соответственно, если мы возьмем условный 40-й, когда мы берем уже, покупаем верховую езду, да, ты 40-й левел делишь на 2, получается плюс 20%. Да, вот в чем дело. Аспект гепарда сколько дает? 30 или 20% к бегу? То есть, по сути, он уже будет с таким же бонусом, как и черепаха на 40-м, без этого вот навыка езды верховой. Вот, 30. Так еще, если я возьму таланты тут, плюс 6% будет целых. Будет 36. Это вообще... То есть, по сути, для друида, для ферал-друида и для ханта это бесполезно брать. Тем более, учитывая, если это действительно 30, а не 20, я просто думал 20, да? Наверное, тогда даже таланты не буду прокачивать, вот эти вот два. И вместо вот этих двух на улучшение скорости, я просто их перекину на урон своему питомцу. Тогда я сюда вкачаю 4 и плюс 1 на скорость передвижения питомца. Наверное, так. Но это одно и то же, просто стая, она увеличивает скорость бега всей твоей группе. А так, суть одна и та же. Был, да. Он появляется чуть позже. Тем более тут даже в таланте написано, то, что увеличивает скорость, бонус, как и аспекту гепарда, так и аспекту стаи. Aspect of the pack. Он уже с классики был. Так. Ну что, наконец-то собрал ингредиенты для гуляша. Остаются топоры собрать с орков. Ожерелье с гнолов, но они там повыше левелом. Поэтому, наверное, соберу только топоры с орков. А, точно, еще же есть кастомный квест на тарантулов. Вот, его еще сделаю. И потом уже, как последний, наверное, сделаю вот этот вот на гнола с кем-то. И думаю, на этом, наверное, пока что останавливаюсь в Красногорье. Буду думать, куда дальше идти. Я вот думаю, стоит ли, кстати, вот прокачивать плюс 30 к скорости питомцу. Вроде все равно я ПВП включать не собираюсь, с одной стороны, а с другой стороны... Питомец-то все равно будет бежать с базовой скоростью. А я буду быстрее бегать. Или он будет так же бежать, как и я, если я включу аспект гепарда. Но на 20-м левеле, мне кажется, уже как-то... Ну, Лохмадан я могу ради тринки чисто сходить. А так... Может быть, даже попробовать уже сделать первые квесты в Темнолесье. Тоже ресурсы с волков. Вот этот вот, допустим, там с пауков, по-моему. Ravenhill, Delivery to Sven, да. Вот у них квесты там чисто на убийство пауков, волков, вот такой вот. Бичевские квесты такие попроще. Хоть и локация относительно опасная. А Лохмадан, да, в принципе, я могу сейчас вот как закончу с Красногорьем посмотреть, что там вот с этой тринькой. Лук
Лук у меня какашка. 16 левел, купленный у этого вот, у торговца. Пока что я покупаю оружие у торговца, но тут, по-моему, где-то был квест, который дает ружье. Но что-то вот я его не обнаружил. Мне казалось, это вот за у этого чувака. Вот следующий, наверное, квест. Наверное. Вендор, который продает. Да есть, есть. В том же Штормграде есть вендор луков, там есть у них зеленые луки. В Вестфоле, в западном крае, тоже. Но, по-моему, он там уже похуже, не? Сейчас я даже загуглю. Ну-ка. Лок Модан. Классик. Вов. Как бы лук. Боу. Боу вендор. Клифф Хадин. Ну-ка. Fine Long Bow. Да, он совсем другой лук дает. У меня получше. Хотя... 14.26 у него урон общий. А у этого 11.22. ДПС чуть-чуть хуже. Чуть-чуть. Fine Long Bow. Я вот не помню. Может быть, у меня уже этот был лук, и я поменял его. Хз. Кстати, сейчас на фоне музыка из другой игры. Из Sony PlayStation 1 была игра Road Rash Jailbreak. Гонки на мотоциклах. Там тоже очень крутых много треков. Это один из них. Так, совсем чуть-чуть до 20-го. Я знаю, в Штормграде, вот вендор луков, он продает на 27-й левел. Там такой хороший лук вроде бы. Вот надо будет на него как-то подкопить денег. А так, ну, конечно, первый лук, который я бы хотел взять, это было бы прям вот хорошо залутать с этого вот, с данжа. Вот он. Venom Strike. Это пещера стенаний. Один из последних боссов. Я, по-моему, вот никогда его не имел при себе. Когда вот играл за охотника. Когда вот играл на всяких пиратках на личе. Качал себе хантов. Тоже вот 19 левел твинков. Никогда не было. Люблю, когда вот у оружия есть обычный урон и плюс еще какой-то вот бонус. Допустим, у этого там шанс нанести какой-то урон от магии природы. Вот такие мне очень нравится оружие. Особенно на ранних левелах. Тут его надо целенаправленно... Ну да, в этом-то и дело. И вот беда в том, что я из-за своего паладина этого, который сейчас вот у меня тут 60-й, я же своему твинку-друиду на 19-м левеле, я собрал full шмот сет на этого вот, full сет клыка. Я вот фармил, ну сколько раз я вот эту вот пещеру стенаний, там раза 5, наверное, проносил. И ни разу лук не выпал. А может быть даже больше раз проходил. И это еще не говоря о предыдущих разах на других серверах и так далее. За, скажем так, свой опыт. Я не помню, чтобы он падал. И вот мне интересно, а можно ли, допустим, повторно ходить в данж на хардкоре? Просто мне почему-то показалось то, что, допустим, в оригинальной вот в классике, вот на хардкоре, там почему-то нельзя повторно ходить в данж. Мне почему-то так показалось. Или это я ошибаюсь?
типа один раз сходил и все. Профессиональный кайтинг от Варлока. Хотя он тут в паре с магом. Да, с магом. Или нет, это другой маг. Вот маг, да. Ну да, они в группе. И Фрост Нова, и Фир. Молодцы. Троих закайтили. Истинные хардкорщики. А, значит, я не ошибся. Вот, я не помню, где-то я это услышал или прочитал, то что да, один раз, типа, можно сходить и все. Насчет черепахи я не знаю. Ну, тут тоже такой, да, 50 на 50, я бы сказал. С одной стороны, да, это тоже добавляет определенного хардкора. То есть, ну вот, что-то не выпало, ну все, типа, твои проблемы. А с другой стороны, да, мало ли там какую-то ошибку допустил, случайную. Допустим, квест какой-то не взял, или еще там что-то не получилось. Или какой-то идиот там, я не знаю, взял, все себе занидал, все себе забрал. Ну тут да, тут немножко он иначе проработан, хардкор режим. Там же вроде бы можно... Либо он автоматически продолжается после 60-го, либо можно продолжить. Я тоже не знаю, это вот как там, дается выбор или нет. То, что продолжается даже вот дальше, там вот в рейдах может быть и так далее. То есть без смертей рейды пройти. Ой-ой. А вот это плохо. Так, хилим. Одного надо убить сразу. Бей, 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 бей. Бля. Воскрешаем. Пойдем иначе. Пошел бой снова. Хилим. А, крысы. Сетку еще кидают. Так, хилим. А тот заевейдился. Ладно, нормально, живем. Хорошо. Ладно, иди в бой. Потом еще покормлю. Ну, думаю, наверное, надо сходить. Хотя бы раз. В подземелье. Хотя бы вот... Хотя бы в это подземелье надо сходить. А вот дальше буду смотреть уже. Просто изначально я думал вот устроить такой вот забег. Чисто квесты и все. Но потом подумал, может быть, это будет скучно. Как и самому, так и вообще смотреть. Просто тупо квесты сделать, наверное, тоже скучно. Просто есть, допустим, подземелья, вот, которые, но для охотника будут опасны. Это вот, допустим, тот же крепость Темного Клыка, которая вот на территории Орды. Вот это вот, которая здесь. Там большая часть подземелья — это тесное пространство. Там будет трудно выживать. Плюс я нередко вижу в чате, как именно в том подземелье погибают люди. От призрачных волков, которые спаунят еще двух волков. Периодически. Так что, ну, такое.
Так, кинем метку охотника. Согласен, да. Такую глупость тоже можно совершить. Об этом надо вообще всегда помнить. Такое бывает, кстати, причем всегда. Серьезно? И что там, промахивался? Такое, кстати, вот бывает до сих пор вот на официалке, вот, когда тут не так давно было. Выходные бесплатные. Я зашел. Чисто так. Все равно поскучал там. И заметил то, что все равно вот игроки играют, вот, проходят данжи, и все равно там чернокнижник, охотник, плевать. Как идиоты. Всегда забывают то, что нужно убрать питомца. Потому что питомец потом пачку всех крипов соберет по дороге. Так, что мы ему скормим? Да кормим, кормим. Я ему просто тут в последнее время скармливал остатки дешевого батона. Поэтому он быстро менял настроение. Сейчас будет покачественнее еда. Что у нас тут еще вообще? Так, этот сыр я использую сам. Хлеб. Лягушки. Нормально. Так, ну во. То есть сейчас я, по сути, апну 20-й. Я, наверное, даже прямо сейчас пойду к тренеру и вернусь обратно сюда. Но вот если сейчас у меня будет эта вот эта способность для изучения, какие способности есть там у врага, у врага, у этих, у монстров, да, то я, наверное, возьму. И буду смотреть, изучать. Или просто сейчас вот отправлю этого своего кабана в стойло и просто подыщу максимально высокий левел пауков. Они вот здесь вот обитают. И приручу его. А, во! Вот оружие, кстати. А, понятно. 9,19 и 7,4. Но она только разве что по скорости лучше. Ну, быстрее, да. Такое себе. Да, 1,9. Моя 2,2. Только по скорости лучше, ну. Но чем меньше скорость, это больше для PvP подходит, да? Я так понимаю. Но с другой стороны, чаще выстрелов все-таки будет автоатака. А так статы чуть похуже. Так. Ладно, давайте-ка добавим сначала... Сначала питомца урона добавим. Но это я помню, да, мы как-то об этом говорили. Но ведь с другой стороны, а если так подумать? Чаще выстрелы будут. По идее, в прокачке, как бы, ну... Вроде норм звучит. Но опять же, я не специалист. У меня охотника никогда не было на максимальном левеле. Если лучше медленно, то тогда да. Но учитывая, что я хардкор, и мне подойдет любой апгрейд, тоже надо как бы смотреть. Но тогда ружье в целом оно хуже. Нет смысла, я его продам. Так. Деньги тратить не буду, нафиг лучше так. Телепортнусь.
Новые стрелы с 25-го, насколько я помню. Кстати, заодно сейчас зайду к вендору луков, посмотрю. Ну да, согласен. В целом это ружье чуть-чуть хуже моего лука. А, точно, сейчас же еще на 20-м я смогу парное носить. Я вот хочу парное, но мне больше нравится. Так, вот. Это 42, 20, опа. На 20-м левеле. Вот это хорошо. 57 серебряных всего лишь. Нормально. Fine Longbow. Это вот то, что в Лохмадане продается. Я так понимаю, или что-то типа того. А, нет, Shortbow. 27 левел. Тоже хороший лук. Да. Ну его потом как-нибудь. В общем, ладно. Пофиг, куплю. Да, конечно. Тут в чате как раз-таки этим и занимаются. Продажей, покупкой и сбором групп в данжи. Так, ну заодно и стрелы тогда. Ну вот, как-то так. Сейчас, правда, способности будут жесть какие дорогие. Гуляш. Так, это мы продаем. Бинты. Блин, вот еще бы 2 очка. О, ну давай, еще один. Падла. Так, остатки. Легендарный. Легендарный лук я знаю только один, он был в БК. Который в Sunwell. В Sunwell, по-моему, да? Или что-то типа того. Это вот прям легендарная именно шмотка. Лук, который не требует стрел, по-моему, даже. Он там считается. А, блин. Тейлоринг. Это фигня. Продать можно. И этот... этот... Ага. Ладно. Пока это мы скинем в банк. Чтобы не мешалось. Разве в классике есть легендарный лук? Ну, я прям именно вот качество, типа, знаешь? Вот название шмотки написано прям оранжевым цветом. Это вот я это имел в виду. Да. Вот это я помню, то, что такой только один вроде был. БК. Какой босс, говоришь? Мажор. Это какой рейд? Какой рейд? Так, я просто топографический идиот в этом плане. Мы как-то вроде с тобой смотрели, и луки, арбалеты эпические. Рагнарос. А, мажордом, имеешь в виду? Окей. Мольтен Коре. Мажордом вот есть, допустим, такой. Рокделар. А Рокделар он по квесту, по цепочке делается квесту. Вот он. Это эпический лук. Он не легендарный. Да, это эпический. Он еще с оригинальной классики. И он по цепочке квестов делается. Я не знаю, с какого левела он начинается. Ну, наверное, с 60-го. И там ханту нужно сделать долгую, тяжелую цепочку. Из разряда эпический маунт для Варлока, для Паладина, и вот для Приста, я так понимаю, Benediction, а.к.а. Анафема.
Да-да-да. Легендарные шмотки. В классике, значит, это рука Рагнароса. Это громовая ярость. Это вырезанный Эшбрингер. Не, или... Бля. По-моему, Эшбрингер тоже, да. Именно светлая версия Эшбрингера. Она вырезана из игры. Потом Шея вроде бы тоже была легендарная, которую тоже вырезали. И она выпала в итоге только одному игроку, которому и оставили ее. И Атиеш, посох. У которого есть 4 версии, там для друида, приста мага и варлока. Вот, 5, по-моему. Это все. В БК добавили вот лук, я знаю, и азинотки. Парные клинки. Вот лук с Санвала, по-моему, дропается. Наверное, с этого слот-босса. Как его? Правая рука этого Саргераса, красный этот злодей, бля. Тоже уже начинаю... О, блин, сюда. Забываю уже. Килджеден. Вспомнил его. Ну, а Илиданки, соответственно, с Илидана. Да-да-да, Килджеден. Архимонт и Килджеден вспомнил, да. Два брата-акробата. Так. Ну что у нас тут? Опа, аспект. Вот это вот must-have. Отхилка для питомца тоже. Вот парные клинки, да. Тоже хочу. Арканшот как бы можно, да. Вот Фрострапа обязательно. Угу. Disengage. Я знаю, что на Личе вот эта способность, она тебе давала отрыв назад, прыжок. А вот это вот я не понимаю. То же самое, что и у Приста, вот снижение угрозы, что здесь вот. Не знаю, на мой взгляд, бесполезная хрень. Не хочу просто лишнего серебро тратить. Трек Undead. Пока тоже не буду брать. Арканшот разве что могу еще взять. А вот трапу пока что Фрост хватит, я думаю. Скербист. Ну, Фир. Фир тоже такой. Такой себе. В принципе, с одной стороны можно, с другой. Так, а трапа она сколько дает? Трапа она сколько дает? 10 секунд. Столько же, сколько эфир. Так, что у нас тут? Ну, давайте кинем. Куда мы кинем? Пока что на СЦ. А, и отхилка. Ну да, думаю, да. Хотя, мне кажется, еще, наверное, укус будет у волка. Как думаешь, у волка из вот этих вот доск, вот приграничные земли, там же волки тоже есть. 19, 18, 20. Нет у них укуса? Только, наверное, вой, да, который повышает силу атаки. А что я туплю? Я могу даже сейчас загуглить. Допустим, того же Тарантула. Тарантула abilities in Red Ridge. Huge Fang, Vicious Fang. Ага. Greater. Greater Тарантула. Обилки. Вот. У Greater Тарантулы. Это вот тот Тарантула, который вот у меня сейчас квест есть, кастомный на него. Они в лесопилке обитают, вот у них есть укус.
Ну пофиг, какая разница. Вернусь в Красногорье. Мне даже удобнее, наверное, там будет. Без разницы. Ладно. Тем более, мне еще рановато в целом вообще идти туда. В этот темнолесье. А, слоты нужно покупать все. Я думал, первое без... Эти вот статы классика. Никогда не понимал. Ну, нагрудник разве что хороший. Так, это вроде была последняя песня моего плейлиста. Да. Включу next. А вот пещера стенания не знаю, пойду ли я. Пока туда дойдешь. Блин, на семерку или на СЦ как-то. Раньше я на шестерку нажимал. Теперь на шестерка другая способность. Ладно, пока на СЦ, может быть, привыкну. Так,
Так, ну что, тогда Тарантула идем. Брать. Так, а вообще лут. Вейлинг, Кавернс. Ну вот штанцы неплохие. С лорда Кобрана. Я бы сказал. Да и в принципе сам по себе сет клыка, если не смотреть на бонусы, он нормальный. Посох. Посох можно выучить носить, я его не выучил. Ну, силы и хп такой себе. Посох чисто на друида. На друида и воина. Плащ хороший, кстати. Правда, этого босса обычно обходит стороной. Шипастого чувака этого. Скам. Ястреб плюс гепард. А они разве не на ГКД? ГКД. Способностей. Это надо какой-то каст секвенс использовать. Что-то вроде того, да? А, блин. Ладно, пробуем так. «20 секунд. 10 секунд, значит, у меня есть. А, не, погоди, трапа? Странно, там дольше почему-то была цифра. Ну ладно. 19 левел. Смотрим. 3-й ранг укуса. Держу в курсе. И сразу же напал орк еще в спину. Блин. Курва! Я что, сейчас еще умру из-за этого? Ёбаный в рот. Все, ГГ. Отлично. Бля. Приручил. У-ху! Приручил называется. Весело. You will be disconnected in 120 секунд. А, бля. Просто вот так вовремя, да? Зареспаунился. В спину один, и потом с другой стороны еще этот ворон. Какая же глупая смерть. Да-да-да. Еще эта сетка, и плюс тот факт, то, что у паука не было таунта. Я хотел нажать на Beast Training и обучить его таунту, но не успел. Но тут, наверное, все-таки моя неосторожность. Бля. Блин. Я ведь еще собрал все квесты для данжа. Обидно. Ну что, придется по новой тогда. Дворфа. Именно из-за расовой имеешь в виду? Ну, попробовать можно. Но я сейчас вот еще думаю. А Хантали? Или все же
не изменять курсу и все-таки добить ханта до 60-го всеми способами. Не, без этого, без Вова никак. Я вот не могу. Если я удаляю Вов, у меня тут же появляется ощущение того, что какой-то игры не хватает. Даже если я не играю в Warcraft, он все равно должен стоять у меня на компе. Вот, кстати, мой первый персонаж. Тоже хант. Паладинчик. Который сейчас вот сидит там в этом вот, в данже. Подземелье. Сейчас, кстати, могу показать своих твинков, которых готовлю. Вот есть друид. То есть full сет собран. Ну, неплохо так. Немного чарки. Подготовил там парочка. Приз тоже, по сути, готов. Естественно, PvP шмоток нет, вот. Который нужно заработать за репутацию. И вот паладин еще не до конца готов, потому что, ну, 17 левел и шмотки еще не собрал. Fuck my life. А я ведь действительно верил в то, что мой первый хардкор персонаж будет последним. Так, а кто еще охотником может быть? Хай эльф. Что у него там по ресурсам? По расовым. Он из лука лучше, кстати, стреляет.
Ладно. Блин, она как в воду глядела. Блин, что-то громко. Тот, кстати, Twitch-стример, он тоже за Дворфа играет. За Дворфа Ханта. Рейзис, если что. Если интересно. Он Warcraft только стримит. Он за весь стрим, по-моему, 10 левел взял. Так. Ладно, сначала настройки быстренько. Так. Advanced. А, тут все стоит. Да. Отлично. Так, вот это мы все сюда ставим. Где-то на пятерку, по-моему, ставил. ХК это что? Расшифруйте мне. Так, сразу же выкину свои эти. Ой, не бинды, а макросы. Pet Attack у меня на Т. И на шестерку. Pet Follow. Так, ну вроде все. Так, вроде все. Да. Уф. Ну что? Лук променял на ружье. Так, вроде в настройках все поставил. Да. Да, все нормально. Блин, сейчас, короче, надо максимально осторожничать. Зная, что теперь не в ПВП могут дать в спину, а в ПВЕ. Причем те же орки. Блин, это Красногорье, все. Я в это Красногорье ни шагу. Не зря мне эта локация не очень нравилась. В этот раз, может быть, даже попробую что-нибудь иное. То есть западный край, вот не знаю, может быть, в западный край еще пойду. Так как все-таки классика. Классическая локация для прокачки, может быть. Ну и плюс подготовка к данжу. А потом вот уже поменяю, наверное, вектор. А может быть, темные берега вообще пойду. Я там на черепахе еще не был ни разу. Шмотки там тоже можно выбить неплохие. Все профессии. Все профессии с 5-го левела.
Я сразу, как у меня будет вот копеечка, я вкачиваю первую помощь и профессии. Прям сразу, чтобы было выгоднее во время прокачки. Я тем более все лутаю, всегда весь мусор. И заодно буду снимать шкурки. Да-да, точно еще нож надо будет. Так, сколько у меня тут? Почти 3 часа уже. Ну, сегодня, наверное, сделаю стартовую локацию. До Каранаса дойду. Я, кстати, в локации дворфов вот знаю только вот эти вот стартовые квесты, а вот дальше вот, которые там в Каранасе идут, я их вообще не знаю. Я никогда их не делал. Так, чисто отдаленно видел то, что там на Йети надо будет охотиться, и там даже элитный будет какой-то Йети. О, сумка, оказывается, у меня уже выпала одна. Я и не заметил. Да, кстати, интересный факт, то что когда стартуешь хардкор, даже еду забирают твою. То есть полностью обнуляют. Ну вот стрелы разве что остаются. Патроны, точнее, в этом случае.
Что-то я как-то не припоминаю этого момента. Хардкор удалил. А, я сначала взял квесты те два, и потом я взял хардкор. Да. Твою же ж мать. Я вот не думал, что он прям все удаляет. Все-таки он оставляет, допустим, вот те же патроны. Которые, кстати, мне нужно покупать уже скоро. Так, а тут... О, 10 копеек стоит. Давай-ка еще 200 куплю на всякий случай, все. Блин, чуть не подавился. Блин, ну если я еще раз провалю по какой-то глупой ошибке. А я ведь, кстати, на каком-то из своих стримов говорил то, что умереть до 20-го левела это прям, ну, вообще зашквар максимальный, как говорят. И вот я умер как раз-таки на 20-м. То есть до этой планки дошел, и вот потом просто умер. Ну, блин, ну это смерть. Это максимально глупая смерть. Мне кажется, я ее мог избежать. Я что-то вообще замешкал с выучением этого вот таунта для паука, чтобы хотя бы отвести внимание. Я своим дебильным выстрелом, этим арканшотом, я зря выстрелил, потому что именно арканшот тут же перебросил агро на меня, и все. И потом я просто убегал, и как-то, я не знаю, как будто мысль куда-то улетела, что я должен выучить таунт, который и так бесплатный. И все. И там я уже пытался убежать. Поэтому там, ну вот реально, моя ошибка. Но с этим согласен, да. Хоть и здесь вроде как, допустим, снижают урон при падении, я заметил. Он сниженный. А утонуть, да, но это прям вообще. Вот это вот я удивляюсь, как люди умудряются. Там прям... Ну да, надо следить. В классике быстрее заканчивается дыхание. Блин, надо будет скачать, наверное, этот стрим как-нибудь. Я просто параллельно запись не веду. Может быть, вырезать этот отрывок, где меня отымел орк и ворона. И залить на YouTube. Качество, правда, наверное, будет не очень. 720, наверное, каких-нибудь. Как ни странно, такое ощущение, то, что за дворфа как-то проще кайтить. Я когда эльфа прокачивал, у меня не получалось выстреливать где-то по 3-4 выстрела. А тут такое ощущение, что вообще это легко делается. Во, прям, я не знаю, расстояние какое-то сумасшедшее. Очень далеко. Вообще, изи. Такое ощущение, что, может быть, даже и 5-й можно как-то получить. Получиться вот, выстрелить. Может быть и поэтому.
Так, Трогов. Где эти троги? Ладно, продолжим кабанов. Изничтожать. То есть вот, на третьем выстреле для эльфа уже все, уже был ближний бой. Мне вот там, не знаю, ну повезло, если, допустим, третий я делал выстрел, а тут 4 на изи. И вот сейчас вот чуть-чуть не хватило, чтобы пятый сделать. Вот это вот меня уже радует. Опа. Это мне не надо пока. Рано. Правда, из-за охотника на дворфе я никогда в жизни не играл. Я всегда любил играть за ночного эльфа. Просто потому, что у него есть невидимость. И эту невидимость можно скомбинировать вместе с котом. В невидимости. И только поэтому я играл за эльфа. И мне было плевать на все расовые способности и так далее. Ну, так как тут это особо не важно. Стелс. Ну, хотя, притвориться мертвым плюс стелс, может быть, срабатывает. Два и 3, не сказал бы. Средняя. Такая скорость. Вот было бы меньше 2 секунд, хотя бы 1 из 9, я бы тогда согласился. Так, ладно, еще 4 кабана. Так, ну, максимальное расстояние. Выстрел. Отходим, выстрел. Так. Третий. Четвертый. И пятый, вот. Удалось пятый. Просто четвертым я, по-моему, промахнулся. Изи. Ну, хотя я вроде за эльфа особо и не пробовал кайтить. Так, тролл кейв, это вот... Ага, тоже троллей надо мочить, понял. Так, отроги, они, по-моему, где-то в той стороне будут. Я подумывал, да, как-то. Ну, я ни разу им не пользовался, что на паладине вот свинг, таймер, или как он там называется. И для ханта. Я просто не люблю, когда у меня вот экран увешан различными примочками. Когда там прям целая пачка аддонов. Я привык только к самым необходимым. Типа вот Quest Helper, Atlas Loot, Gatherer, Картографер. ДПС-метр даже не всегда у меня бывает. Ну и в классике еще нужен Natura Enemy Cast Bar, чтобы видеть время каста. И чтобы видеть еще хп и ману. Все. Точно. Блин, опять не заметил. Так, еще один кабан. Так, ладно, где-нибудь здесь мы найдем его. Так, того, наверное, сейчас убьют. Да. Ладно. Да. Вон, вижу. Тех, наверное, сейчас убьют. Поэтому я возьму того. Подальше от всех. Сейчас попробую 5 выстрелов реализовать. Раз. 2. 3. 4. 5.
6. Ну, 6 выстрелов вообще изи. Тем более я опять промахнулся, по-моему, одним. Четвертым, по-моему, опять же. А насчет, кстати, ударов, вот, допустим, вот у того же Ханта я почему-то плюс-минус чувствую тот выстрел. Не утверждаю, что прям вообще так. Тютелька в тютельку, но чувствую, когда нужно остановиться, чтобы выстрелить автоатакой. Так, троги. Надо сделать строгов. Я вот еще думаю, может быть, причина того, что я так слился. Еще, наверное, потому что я, наверное, все-таки сильно расслабился, когда получил питомца. Думал, ну, питомец есть, теперь все. Теперь можно на расслабоне также. Нон-стопом пулить сколько хочешь. И все. И тебе за это ничего не будет. А чуть что убежишь? Но в итоге недооценил. И переоценил самого себя тоже. Про ту же сетку вообще прям вылетел из головы. Забыл то, что есть у этого орка сетка. И он ее использовать будет. Так, еще одного. Ну-ка. Вижу. Так, есть. Отлично, мясо и вода есть уже. Так, ну питомца все так же, наверное, думаю, брать. Кабана. Просто потому, что у него есть чардж. Так-то просто еще медведь все кушает. С ним было бы проще, но... В плане танкования они оба плюс-минус хороши. Хотя вроде медведь чуть лучше. Если я правильно помню. Блин. В качестве мусора вот это вот мне еще пока надо. Я это буду носить. О. Так, теперь можно к тренеру. Так, отлично. Аспект обезьяны. Так, ну что, осталось, по сути, сколько? Парочка квестов. Тролли, ящики, и потом еще одного тролля убить внутри пещеры.
Так, вижу тролля. А, вон еще один. Тут народу, кстати, не так уж и много, я смотрю. Я вот сейчас думаю. Похоже, все потому, что предыдущие мобы, они медленнее бежали. Вот тролль как-то быстрее до меня добежал. Я смотрю. Два. Три. Да. Четвертый уже не получается, он добегает до меня, они быстрее бегают. Вот, оказывается, в чем было дело. Логично, кстати. Факт. Кабанчики маленькие. Так, ну тут, наверное, уже все. Пока резнутся. Даже не знаю, стоит ли суваться в пещеру. Как же чернокнижникам хорошо. У них этот бес, по-моему, даже с первого левела появляется. С первого или с второго. Они, по-моему, самые быстрые в прокачке. С первого по 10 левел. Именно варлоки. Благодаря своему бесу. Так, в хибаре никого. Пусто. Блин, вот этот вот чувак идет спереди и всех убивает. Или это уже другой лог? Походу другой. Там было два. Так, отлично, еще один выстрел был. Ладно, наверное, пойду в пещеру. Так. Один как раз реснулся. Не вовремя. А ну хотя да. Я вот сейчас так подумал, учитывая, что я в Кораносе никогда дальше вот не прокачивался в локации дворфов, я просто пойду в локацию людей в Златоземье. И там прокачаюсь. До 10-го. Думаю, там будет проще. В пещеры, правда, не буду суваться, вот, которые там вот возле Златоземья, допустим, есть. Там будет опасно. Ну или подумаю, учитывая, что там квесты есть. Блин. Ладно, подождем. Там квесты мне знакомы, я их всегда делал. Локация приятная. Прокачаюсь. И плюс, наверное, буду использовать палатки. Похер. А то такими темпами. С ума сойду, пока буду прокачивать очередного ханта до 20-го. Злоупотреблять, наверное, не буду. А так, лишний раз, если увижу, допустим, посижу под палаткой немного.
чтобы получить небольшой бонус. Опа, видел. В этот раз видел. Сумка. Тролли. Надо вот так вот сделать, аккуратно. Так, а в бой, по-моему, нельзя? Да, нельзя. Да, вот не зря не пошел в пещеру. Смотрю, уже появляются они тут повсюду. Снаружи. 5-й левел, понял. Блин, не получилось. Не успел. А, да? А, ну отлично, ладно. Забрали хотя бы его. Я уж подумал, все. Не успеем, не. Блин, бегуны. Опа, дворф 4-го левела. Еле выжил. Гильдия. Не, это не хардкорщик, это обычный игрок был. Так, ну что, еще 2. Подождать тут. Или, может быть, глянуть, что там. Не. Там у нас чернокнижник тусуется. Чего завтра будет праздник? Завтра у нас 9-е? 9-е, точно. А я вот как-то не читал новости по этому поводу. Сейчас вспомню. По-моему, у нас все это запрещено сейчас. Запретили приносить цветы. Все вот это вот к памятникам. И... Бля. Нафиг, с 2 рисковать не буду. Запретили, в общем, к памятникам, да, носить цветы, все вот это вот. Почтить память, так сказать. И запретили, конечно же... Вот с одним сражусь. И запрещено тоже подносить к местам, там, где были памятники. У нас же объявили войну с памятниками на фоне событий, всем известную. И туда тоже запрещено. Потому что у нас, допустим, в нашем городе не так, допустим, все радикально против России настроены люди у нас относительно спокойно. И поэтому там, где снесли памятник, там просто всегда, когда гуляешь мимо этого места, там теперь цветы все время вот. Поэтому я не знаю, как у нас там все будет. А так, по-моему, наши власти объявили День памяти жертв Украины. От агрессии. По-моему, вот это что-то типа того придумали, короче.
В общем, максимально пытаются разобщить народ. А так, ну, обычно нормально все бывало. Праздновали. Салюты бывали. Ничего такого масштабного. В целом, как-то так, вроде бы, да. Ну, у нас, в принципе, по-моему, как и в Эстонии, как и в Литве, как и в Польше, сейчас особо выражено отношение к России. В кавычках дружелюбное. Кучка идиотов у власти. Русофобы, не русофобы, мне все равно. Главное, они не думают о народе. Не думают о дальносрочной перспективе сотрудничества с соседям. Такие идиоты. Да, конечно, печально. Печально, что страдают и обычные люди. Так, что у нас тут остается? А, вот, да, сейчас вот надо будет в пещеру. Пятый левел. Точно, сейчас можно плащик. О, у меня есть одна лишняя сумка. Что-то я как-то не обращаю внимания в этот раз на свои сумки. Все, что мне выпадает, странно. Так, ну что, сейчас вот плюс-минус первая опасная миссия. Знак чего? Думаешь, что, что я за дворф вообще не протяну до 20-го даже? Ну, пока что, признаюсь честно, я вообще на расслабоне. Не чувствую напряжения вообще никакого. Хоть и должен. Ага. Ну, сейчас вот главное, как обычно, дойти до 10-го, пройти вот эту пытку. А дальше уже... Эх, дальше уже будет видно. Буду ли я так потеть над квестами для данжа? Так. Там реснулись, там реснулись. Там трупы. Надо бежать, пока трупы. Кефирчик. Угу. Сходка карапузов. Кефирчик, утка, шерелок. И все три чернокнижника.
А в Золотоземье там вот есть те же кастомные квесты, допустим, которые дают хороший шмот. Как я уже и говорил, там нагрудник. Плюс 5 хп, колечко с мурлоков и так далее. И тоже зелени получу много. Так, да, я бы, наверное, тут и остался, но... Мне кажется, это небольшой такой риск. Небольшой, но все-таки риск. Не знаешь квестов. Особенно те, которые там будут элитные какие-то. Я помню, тут должны быть какие-то элитные, связанные с Йети. А так я буду в знакомой, тем более Элвинский лес, это моя любимая локация в игре. Там все смогу сделать на автомате. Просто на 10-м надо будет вернуться сюда обратно для приручения питомцев, я так понимаю. Ну да, только тут можно. В своей родной локации. А вот потом уже, наверное, 10+, я вот подумаю, либо западный край, либо ради прикола попробовать темные берега, Dark Shore. Давненько я там не был. Я вот уже сколько персонажей прокачивал, я не заходил сюда, Dark Shore. А шмотки там тоже зеленые, такие довольно хорошие падают за некоторые квесты. Точно, сюда. А хватит ли тут квестов для апа 10-го? Таких попроще. Ну, хз. Так, ну что тут, наверное... Ладно, давайте маны. Там-то они простые, легкие, а тут я знаю... Тут вроде бы надо будет в эту пещеру идти. Там опять же тоже йети. Померять можно. Тут где-то будет элитный йети, надо будет у него там что-то украсть. По-моему. Там вообще гном Риган. Где, да, есть 10-го левела гномики, но и ходят, по-моему, еще возле входа, по крайней мере, повыше левела. Здесь тоже вроде бы опасное место, где нужно для паладина сделать квест. Как-то, ну, не очень хочется мне, если честно. Так, посох. Ладно, это все остальное продам. Где тут у нас? Инкипер. Сумку, ладно, тоже продадим, нафиг надо. Пока что мне больше голда нужно. General Goods. Патроны. Давайте-ка купим патроны. Фул. Тогда патронник. Профессии надо. Тут, наверное, этого всего не будет. Наверное, надо в столицу идти. Кузнечное дело, вроде бы только здесь есть кузница. Так, ну что-то за проф еще возьму, и тогда, наверное, буду закругляться.
Ай-яй-яй. На 10-м левеле. Пал. У меня такое ощущение складывается, вот впечатление точнее, то что тут русскоговорящих игроков, ну, очень много. Как минимум тоже 1/3 какая-нибудь.